Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами снова будем участвовать в мероприятии «Домик желаний Кассии», а также в двух словах разберем новое событие от администрации «Фонарик благословений», которое вышло сегодня. Так что давайте без лишних слов начинать. Но перед этим попрошу вас поддержать видео лайком за мои старания и развитие канала и, конечно же, подписаться, если вы еще этого не сделали. Я надеюсь, вы уже подготовили теплый чай или кофе, так что давайте начинать. Первым делом давайте обсудим новое событие от администрации, которое вышло сегодня «Фонарик благословений». Анонс этого события вчера пришел нам на почту. Те, кто играет так же давно, как и я, уже знакомы с ним. Но в этом году в нем есть небольшое отличие. И давайте разберемся, что нового добавила администрация. Наша задача зажигать фонарики, и за это с определенным процентным шансом мы будем получать награды. А именно, эмблемы щедрости, которые затем можно обменивать в магазине «Базар щедрости», и будем получать новую валюту, которая появилась в этом году – звездные очки. Каждый день нам необходимо зажигать 30 фонариков, чтобы получить ежедневный бонус, который вы сейчас видите на экране. Для того, чтобы зажечь фонарик, нам необходимы звездные фонарики. Их можно получить, выполняя ежедневные миссии в этом меню и параллельно получая неплохие награды. Задания несложные и обновляются каждый день, так что не забывайте заходить в игру ежедневно и выполнять их. После выполнения заданий вам необходимо зажечь 30 фонариков. И как я уже говорил, за это вы будете получать эмблемы щедрости и звездные очки, как сейчас показано на экране. Также не забывайте заходить в раздел «Благословление союзника». Там можно получить дополнительные эмблемы щедрости. Они появляются в этом меню, когда участник вашего альянса выполняет ежедневные 30 зажиганий фонариков. По итогу мы имеем следующее. Ваша задача на ежедневной основе в период данного мероприятия, которое длится 30 дней, проходить ежедневные миссии, зажигать 30 фонариков, получать дополнительную награду и забирать благословение союзников. Теперь переходим ко второму разделу мероприятия, который называется «Звездное путешествие». В прошлом году этой опции не было, но в этом году разработчики решили добавить в событие несколько донатных пакетов. В целом данный раздел работает так же, как и все стандартные мероприятия от администрации. Слева указана бесплатная опция для игроков без доната. Собирая звездные очки, которые мы получаем в первом разделе, мы будем забирать промежуточные награды. Справа же у нас доступны две платные опции. Первый пакет за $5 мне в целом нравится. У него неплохое накопление наград, плюс за его покупку мы сможем получать дополнительно рамку. А вот второй пакет за $20 я, скорее всего, буду избегать. Считаю, что на эти же деньги можно купить более выгодные предложения. Ну а теперь переходим в раздел «Базар щедрости», где мы сможем потратить эмблемы, которые получаем в первом разделе. Что касается моего большого количества эмблем, то тут все просто. Они у меня остались с прошлогоднего мероприятия. Я тогда скупил почти весь магазин, но часть эмблем сохранилась. Поэтому теперь давайте разберемся, что стоит покупать в этом году в первую очередь. В целом вы должны понимать, что за 30 дней при активном участии в событии вы сможете забрать все основные награды. Оставшиеся эмблемы по желанию вы можете потратить на ускорение обучения войск. Но это сугубо по вашему желанию. Первые три опции – это декор. Там вы получаете анимированные эмоции. Мое отношение вы к ним знаете. Я их буду пропускать, так как это чисто визуал, и он никак не повышает характеристики. Что касается остальных наград, как я уже говорил ранее, при активном участии в событии вы сможете забрать все из этого магазина. Лично для меня приоритет будет следующим. В первую очередь я возьму лично мифическое снаряжение героя, так как на моем этапе игры без него уже тяжело. Для улучшения снаряжения героев необходим не только мифрил, но и большое количество самого мифического снаряжения, поэтому начну именно с него. Затем возьму ящики удачи со снаряжением героя. Потом ящики с материалами для снаряжения губернатора, далее ресурсы для улучшения талисманов губернатора, и уже в конце камни эссенции и общее ускорение. Последовательность может быть абсолютно разной, так как мы с вами играем на разных этапах развития сервера, и приоритеты у нас могут отличаться. Но как я уже говорил, при активном участии в событии вы без проблем заберете все нужные награды из этого магазина. Если у меня останутся лишние эмблемы щедрости, то я, как и в прошлом году, просто оставлю их. Они есть не просят, в ресурсы не превращаются, а там кто знает, что администрация придумает в следующем году. В целом это все, что я хотел вам рассказать про данное событие. А теперь давайте перейдем к тому, ради чего мы сегодня собрались. К участию в мероприятии «Домик желаний Кассии». Жена дала добро на получение скина на марш после последнего ролика. Сначала я, конечно же, обрадовался, но затем столкнулся с проблемой. Я просто не понимал, в какие именно выгодные пакеты стоит вкладываться, чтобы его получить. Напоминаю, что для покупки данного скина необходимо потратить $60 в период мероприятия. Я пересмотрел множество вариантов и потратил на это немало времени. Но в итоге понял, что без Кассии этот скин мне никак не получить. В Телеграме ребята спрашивали, на что именно я буду тратить $60, чтобы забрать скин. И поэтому я готов с вами поделиться. $40 я трачу на Кассию, чтобы сделать 100 оборотов. Далее
2 раза по $5 я беру пакет «Преимущества недели», где я выберу наборы со снаряжением губернатора. И оставшиеся $10 я потрачу либо на ультраценную карту на месяц, либо возьму 2 пакета по $5 с рамками, а именно в разделах «Празднование весны» и «Лунное озарение», про которое мы говорили сегодня уже ранее в нашем ролике. Окончательно определюсь уже ближе к концу мероприятия. Более детально про события Кассию мы с вами сегодня говорить не будем. Я уже снимал не один ролик на эту тему. Приоритет в покупках у меня всегда остается неизменным. Это мифрил. В прошлый раз мне удалось получить 1000 знаков мечты за 100 оборотов. А теперь давайте посмотрим, как это сработает в этот раз. Перед стартом прокрутов попрошу вас поставить лайк этому видео для моей удачи. Надеюсь, что в этот раз получится как минимум лучше, чем в прошлый раз с лапками. В прошлый раз мы крутили без множителя. В этот раз давайте попробуем частично с ними. По итогу у нас получилось 1500 лапок. И, конечно же, не забываем про промежуточные награды, которые тоже не будут лишними. В целом это очень даже хороший результат. Я не скажу, что он прям супер, но ребята из чата телеграм-канала убивали и больше за 100 прокрутов. Но все равно, результат у меня сегодня достойный. Если посчитать по стоимости, то за $40 у нас вышло 30 мифрила. То в среднем получается за 1 мифрил выходит $1.30. Это очень хорошая цена за такой ресурс. Потому что в некоторых других событиях, такие как Аркушки или Драконий Тиран, мифрил выходит заметно дороже. Так что в целом я результатом доволен. Напишите в комментариях, как у вас удача в этот раз. Интересно будет сравнить. Также меня приятно удивило, что вам интересно смотреть, как я участвую в мероприятиях и прокачиваю своих героев. Поэтому в случае каких-либо улучшений я обязательно буду делиться этим с вами. Плюс, перед прокрутами или участием в событиях мы можем иногда говорить на отвлеченные темы, как это и получилось сегодня. Но есть одно условие. Давайте попробуем набрать под этим видео 175 лайков. Честно, это не сложно для вас. А для меня это очень важно, для развития канала. Тогда я буду точно понимать, что вам заходит такой формат контента. И каждый раз, когда я буду участвовать в каком-то событии или донатить на что-то, я обязательно буду делиться этим с вами. Напоминаю про мой телеграм-канал. В последнее время администрация довольно-таки часто радует подарочными сертификатами. Так что вступайте, чтобы получать их одним из первых. Да и в целом, более оперативно вы можете получать новости именно оттуда. Так что буду рад вас всех видеть. Желаю вам удачи с прокрутами, если вы их еще не делали до просмотра этого ролика. Возможно, эта тактика кому-то окажется полезной. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.